Друзья, топ-5 вот таких вот прекрасных планшетов из Китая к распродаже ноября 2024 года. Вообще к любой распродаже пойдет, можно и в 2025 и в 2026 году они еще актуальны были, как некоторые экземпляры, которые еще в 2022 году выпускали. Было такое, было. Делали мы как-то топ планшетиков. Короче, ребят, классные планшеты для поиграть, для кино, для дома, для работы. Кто как использует. Но все это дело на канале Технозон. Поехали. В общем-то, какой у меня планшет, вы узнаете потом, потому что я его для себя поставил на топ первое место. Я очень много чем пользовался и вот как бы выбрал. Вот сейчас вы видите перед собой канал мой. Пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик. А я хочу вам напомнить, что ссылки на проверенных продавцов, на купоны, плюс на обзоры этих самых планшетов лежат в описании под видео. Мы делали обзоры на большинство из них, и в руках я их лично держал, чтобы не было потом вопросов. И поехали уже с пятого места. А пятое место — это у нас глобальная фишечка, это у нас глобальный Lenovo Xiaoxin Pad 2024 года. Я тогда был не очень им доволен в плане того, что когда я его начал сравнивать с 2023 года Lenovo Xiaoxin Pad 2023. То есть, просто их у меня было двое. Тут вопрос-то в чем? Дело в том, что 24 год, он имеет немножечко хуже процессор, вернее не хуже, а слабее, тот же самый там Qualcomm, да, он Snapdragon 685 в частности, он 11-дюймовый, есть разные формулы памяти, но это конкретный бюджет. То есть, если вы хотите брендовый планшетик и за $138, а вот теперь еще насчет цены. Вы сейчас видите цену, не распродажную. Идем в описании под видео, нажимаем на ссылочку и смотрим на распродажную цену, которая есть на текущий момент. Очень интересные цены сейчас. Итак, смотрите, у нас здесь сейчас батарея 7040 мА. 7040 мА это, в принципе, неплохо для 685-го снэпа. Очень неплохо, с поддержкой GPS. Это подходит. Меня часто спрашивают, а GPS-то там чего? Можно? Можно. Теперь дальше. Дисплей у нас 1920 на 1200. 8-мегапиксельная фронталочка. Задничек тоже у нас 8-мегапиксельный. Все это дело упаковали в разные формулы памяти. В частности, базовая 6 на 128 за $138. Есть у нас 8 на 128. Есть 8 на 256. При этом все в разных цветах. При том, что, извините меня, 8 на 256 в данном случае стоит $188. За $188 вы получаете 11-дюймовый планшет, да, не для 3А игр, потому что 685 снап достаточно слаб именно для таких вот очень крутых игр. Но это LCD матрица у нас 400 нит, 90 герцовый экранчик. Давайте, вот, как раз мы добрались. 90-герцовый экранчик с блютусиком, с сертификацией TÜV, еще и с классным звуком, с Dolby Atmos. Здесь действительно классный звук. Вот видите, с TÜV для защиты глаз. Подходит для учебы, для коммуникации, для каких-то не очень супер мега игр на максимальных настройках, само собой. Весит он всего лишь 465 грамм и, конечно же, 5,1 мм. И, конечно же, 7,1 мм очень-очень тонкий, вообще как такая очень тонкая книжечка. Советую, но вы должны понимать, что это совсем бюджет, если вы рассчитываете, как я уже говорил, процессор 685 слабее, чем то, что будет дальше. Потому что дальше у нас будет Xiaoxin Pad Pro 2023 года, а это уже, такая машинка себе, нифига себе, на снапе 870, в котором уже можно поиграть конкретно в тяжелые игры. И я вам объясню фишку. Я советую брать на чайной прошивке, на китайской и русифицировать. Обойдется намного вам дешевле. Методы русификации есть на форуме 4PDA. При этом 8 на 256 вам обойдется в $290. Но опять же, насчет цены. Ребят, идем в описании под видео и смотрим актуальную цену на сегодняшний день, потому что я снимаю это, когда распродажи еще нет. Но чем же он так примечателен? 10200 мА батарея. На секундочку. Если вы возьмете 8 на 128, а у них цена практически одинаковая, 8 на 128, он вам обойдется немножечко дешевле, так, нормально, на 30 чем-то долларов. У него 870 снап, один из мощных, когда там говорят, вот мы там сделали там на снапе 7 ген 1 или ген 2, а там они, оказывается, слабее, вроде бы люди там ведутся, там более новое поколение, нифига, 870 это один из классных мощных снапов для планшетов. При этом у него разрешение экрана, вот смотрите, я вам сейчас специально покажу его
настроечки, смотрите, у него разрешение экрана 2944 на 1840, LCD 144 Гц, с Dolby Vision экран, заметьте, с Dolby Vision. У него, вот смотрите, фронталочка 13 мегапикселей с ультрашириком 120 градусов, Wi-Fi 6, USB-C 3.2 Gen 1. Слушайте, а вот теперь расскажите мне, какой из этих планшетов, которые вот я буду дальше представлять, именно за 12,7 дюймов имеет такую цену? Что здесь 4 JBL динамика с Dolby Atmos, плюс 2 микрофона, 20-ваттная зарядочка. Слушайте, это просто-напросто классный планшет. А если вы купите к нему еще фирменный вот этот вот ручку эту фирменную с уровнями нажатия, то это вообще будет классно. Она подходит конкретно для дизайна, потому что у него, кстати, широкий P3, широкая цветовая гамма. Вот, Dolby Vision, Dolby Atmos, слушайте, очень классный. Для учебы вообще идеальный. Не нужно бояться китайской версии. Можете, конечно, попробовать найти глобалочку, она будет стоить дороже, но не нужно бояться китайской версии. Все, кстати, вот видите, он даже... у них же есть, у Lenovo есть классная фишка. Они выводят мультимониторинг, они выводят как второй монитор и конкретно работают как с отдельной операционной системой в таком компьютерном режиме. Это очень классная тема. По типу DeX от того же самого Samsung. Ну и много чего тут про него есть. Советую посмотреть наш обзор. Играть на нем сплошное удовольствие. А вот следующий у нас планшет, то есть это было уже 4-5 место. Следующий планшет это у нас Xiaomi Redmi Pad SE на 680 снапе, 11-дюймовый, 90 герцовый. Версия 8 на 256 обойдется вам в приблизительно $239. Про цену мы уже говорили. Есть разные цвета. Все супер, с одной камерой. Тут, давайте, сейчас я вам покажу его характеристики. Неплохо. Я с ним столкнулся, знаете, когда давали в Германии, я был и покупал себе Xiaomi-шку, то он был в акции, его давали бесплатно. В течение 14 дней, если зарегистрируешься на сайте, давали бесплатно. То есть 90-герцовый экран, 8000 мАh батарея, Dolby Atmos, сертификация звука с 4 динамики. Звук там просто бомбезный, 478 грамм. Вот этот вот 680 проц, это его самое слабое место, я вам скажу. Но вот первое место, оно просто затмит его однозначно. При том, что у него Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6, это такая себе очень-очень-очень легкая версия, но прикольно, что она глобалочка, да, с TÜV-сертификацией для защиты глаз. Ничего супер экстра примечательного нет, кроме того, что у него, видите, 400 нит яркость, контраст 1500 к 1, действительно экран очень-очень неплох. Советую, металлический у него корпус, советую. А вот на втором месте у нас глобальная версия Redmi Pad Pro. Это тоже экосистема Xiaomi. За 8 на 256 вы заплатите те же самые там $300. 8 на 128 будет стоить 264, 6 на 128 будет стоить 252. Но это Snapdragon 7, именно Gen 2, мобильная платформа на GigaOS, 10 000 мАh батарея, 33 Вт, быстрый зарядник. Вроде бы все звучит неплохо, со 12,1 дюймов, вот это его отличительная особенность, 120-герцовый экран с Wi-Fi 6, короче, с адаптивным фреймрейтом этого самого экрана, как они заявляют, видите, 2,5К дисплей. Классно они, конечно, начали считать маркетологи. Для меня 2К экран, это был всегда при соотношении 16:9, определенные эти. Они начали хитрить, они делают другое соотношение сторон и множат X на Y и получают какие-то там свои миллионы пикселей и называют это 2,5К Ultra Clear Display Professional Rate Eye Protection Screen. Это, по-моему, серьезно, это его название, кстати, официальное. 600 нит яркость. Яркость просто офигенская для планшета. Вы же его держите близко. Потом Dolby Vision сертификация экрана, поддерживает Dolby Vision. Как я уже говорил, 12,1 дюймов. Защита для глаз, слушайте, просто топовая. И батарейка еще классная. Энергоэффективный процессор. Но я вам скажу так, что вот все бы хорошо, если бы здесь стоял не 7, не вот этот вот, не Snapdragon 7 Gen 2, а стоял бы 870. Такой экранчик, было бы топово. И я вам скажу так, что на первом месте у меня стоит Xiaomi Mi Pad 6, даже не Pro версия. Я его использую вот сам лично, если вы не знали. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот он мой Xiaomi Mi Pad 6. Вот он, работает он шикарно, плавно, идеально. И это
версия 6 на 128. Я его тоже покупал на ОТУ в Германии, когда был там. 6 на 128, и работает он плавно. А знаете, в чем фишка вот этого маркетинга? А давайте мы напишем, что там не 6 гигабайт, а 16, и добавим ее за счет встроенной. Нифига, не ведитесь, отключайте, и вы посмотрите, насколько круче будет работать ваш планшет. 6 гигабайт при моем варианте использования. Я вам расскажу, что это. Это Netflix, это какие-то фильмы, это незатейливые игры, в частности World of Tanks Blitz, потом тот же самый PUBG я играю, и иногда COD Mobile Warzone. Это все он вытягивает вообще так в элементе. При этом это Xiaomi. Я в своем обзоре показывал взаимодействие экосистемы Xiaomi, когда у меня смартфончик прямо на экран планшета проецируется. Ты прямо управляешь с планшета, у тебя смартфон, он тебе не нужен по сути. Он лежит где-то, ты там отвечаешь на звонки, разговариваешь, можешь TikTok в смартфоне смотреть на планшете. И при этом основное еще какое-то дело делать. Это очень удобно. 11-дюймовый, 144-герцовый экран. Есть вариант 8 на 256, что я и советую сейчас брать, потому что когда, я размещу ссылку на 6 на 128, и на 8 на 128. Я советую изначально брать по максимуму. Этот стоит 8 на 256. Потом были 6 на 128, но сейчас цен нету. Давайте попробуем сейчас найти конкретно его версию, сколько он стоит 6 на 128, потому что что-то я его тогда вообще очень-очень дешево взял. Вот прям совсем. Сейчас мы найдем, сейчас мы проклацаем его. Именно шестерочка. Так, тут у нас ничего нету. 8 на 128 здесь стоит 294 бакса. Их, конечно, гребут, как не знаю что, поэтому тут надо еще успевать. Это вообще какая-то непонятная цена. А вот это вот для меня, конечно, разочарование. Оказывается, 8 на 128 тоже будет стоить. Уже они заканчиваются, поэтому, ребят, надо грести пока есть. Я вам серьезно говорю, можно не успеть. 8 на 256 за 280 баксов это просто идеальная цена. Либо, допустим, там 8 на 256 за 280, вот есть еще такой в другом цвете еще. Это желтенький, это черненький. Но если вам мало его мощностей, да, там у него 8840 мАh батарея, Snapdragon 870, вот конкретно я на нем и сижу очень долго. 2880 на 1800 экранчик, 13-мегапиксельная задняя камера фронталочка 8, 33 ватта глобальная зарядка, 33 ватта быстрая зарядка, Dolby Atmos, 4 динамика. 490 грамм весит, на Android 14 с Wi-Fi 6, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с 4 динамиками, с классной батареей, до 16 часов видеопроигрывания. Прям и качество его, оно просто сумасшедшее. Я очень хочу к нему еще купить вот этот вот стилус официальный, но, к сожалению, их сейчас на... Блин, у меня такой чехол прикольный я себе купил. А хотите прикольный чехол для Xiaomi, тоже закину. Это Нилкин. Нилкин, вы знаете, да, что такое Нилкин? Прям охренительный чехольчик. Блин, еще попробую достать. Все, достал. Смотрите, то есть металл, стекло, 4 динамика, прикольная камера, звук тут просто сумасшедший, ребят. И я на нем смотрю в полном качестве тот же самый Netflix. Что у меня еще есть? Есть еще, допустим, тот же самый Xiaomi Pad 6 Pro. Здесь отличие в том, что здесь Snap 888. Ну, это, кстати, это фейковая страница, кстати. Я хотел показать многим, когда покупают... У меня была одна тема, я скидывал. Покупают люди, ведутся на цену и покупают какую-то фигню, а она стоит реально намного дороже, да, там, и у проверенных продавцов, поэтому мы для вас и работаем. 370 баксов, но тут уже все совсем по-другому. Смотрите, 8600 мАh батарея, Snapdragon 8 Plus, тут, ну, как они пишут, 67 Вт, быстрая зарядка, 50 мегапикселей задняя камера, 20 мегапикселей фронталочка, короче, тут очень много всего. LPDDR 5, UFS 3.1, тут, короче, 8 плюс Gen 1, короче, Snapdragon 8 Gen 1, это конкретно для 3A игр идеально подходит. Это круче, чем, допустим, тот же самый 80-й Snapdragon. А если уж совсем хотите по-богатому, то, конечно, Xiaomi Mi Pad 6 Max. Тут это уже, знаете, вне топового. Я вот все-таки первое место отдаю конкретно Mi Pad 6, а это уже такой вне топ, это во что они превратили его, это уже догнали его до какого-то сумасшествия. 14-дюймовый, 120-герцовый, Snapdragon, короче, 10 тысяч мАh батареи, 67 Вт быстрая зарядка. Вот теперь смотрите дальше, тут уже дошло до какого-то полного маразма.
Само собой, с Dolby Vision, Dolby Atmos, все прикольно, но с экраном это уже перебор. Corning Gorilla Glass 5, короче, 2880 на 1800, 14 дюймов, при этом платформа-то сохраняется приблизительно та же самая. Это у нас получается, там есть еще USB 2 Gen 1. Все действительно очень красиво, с HDR10, с Dolby Vision, с 8 динамиками, 8 динамиков сертификации Dolby Atmos. И тут уже, конечно, я вам скажу, тут они разгулялись, ну дорого. Но по качеству там просто, торч. 809 баксов, это 16 на 1 терабайт. Если 8 на 256 брать, то там 658. В общем, ребят, про планшеты можно говорить долго. Я даже снимал, как сделать из планшета ТВ-бокс, вернее, как я его использую, там даже с пультом, там какие-то заморочки. А в принципе, все ссылки в описании под видео. Смотрим на распродажу. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.